Привет, дорогие бэйби-веганы и сочувствующие! Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно общаться с невеганами о веганстве. Как вы помните, я стала веганкой 2,5 года назад. За эти 2,5 года я столкнулась с большим количеством вопросов, сомнений и возражений со стороны близких, знакомых или даже практически незнакомых людей. Когда я только узнала о том, что происходит с планетой и животными благодаря людям, мне сразу же хотелось донести эту информацию до всех. Я стала веганкой за одну ночь, посмотрев фильм «Земляне». Проснувшись, поняла, что просто больше не могу в этом участвовать, но должна сообщить всем о своих новых знаниях. Эта информация настолько шокировала меня, и мне казалось, что она где-то настолько была глубоко запрятана, что, наверное, другие люди об этом не знают. Кто-то должен им сказать, и кто, если не я. То, что со мной тогда происходило, спустя некоторое время моя близкая подруга назвала пылом неофита. Я хотела говорить о веганстве со всеми и всегда, вне зависимости от обстоятельств, от отношений с этими людьми. Меня было просто не остановить. Но я делала это неправильно. Пик моей полемики с окружающим миром пришелся на один из вечеров позапрошлым летом, когда я перед сном открыла ленту Фейсбука и просто скроллила ее, пока не наткнулась на видео на BuzzFeed Food, которое из себя представляло нарезку различных блюд, там пицца, лазанья, чизбургер и так далее. В общем, все блюда, в которых есть сыр, и кадры были, где этот сыр вот так тянется, когда кусок поднимается с тарелки. Ну, вы знаете, о чем я говорю. И подписью этого видео была "This cheese makes me feel things". Подразумевалось, что вид этого сыра заставляет людей чувствовать что-то прекрасное. Я, конечно же, не смогла остаться в стороне. Неофитский пыл нес меня на крыльях праведного гнева. Я пришла в комментарии и заявила: знаете, друзья, единственное, что меня заставляет чувствовать этот сыр, это скорбь по жертвам молочной индустрии, которая подвергается пыткам каждый день, просто ради того, чтобы вы могли перекусить, чтобы вам было вкусно на 2 минуты, чтобы вы могли съесть что-то, что даже не полезно для вас, и насладиться вот этим миром. Разумеется, посыпались оскорбления, угрозы, приказы заткнуться, предположения о моей личной жизни, потому что, разумеется, в дебаты на Фейсбуке не вступает тот, у кого она есть. Если коротко, я развязала войну на 500 комментариев, финалом которой стала моя фотография профиля, выложенная в комментарии с подписью "Literally the face of everything wrong in 2017". Мне, если честно, ужасно понравился этот титул. В этот момент я почувствовала, что я выиграла все эти дебаты и спокойно пошла спать. Я очень люблю приводить эту историю в пример того, как не надо общаться с невеганами. Ошибки, которые я допустила в данном конкретном случае. Первое. Я бросилась в пучину комментариев от заведомо иначе настроенной аудитории. Ну, вы представляете, аудитория BuzzFeed Food — это примерно все люди на Земле. Это точно не веганская аудитория, и ждать от них понимания или сочувствия было бессмысленно. Второе, я позволила этим комментариям задеть себя за живое. Это все привело к моей третьей ошибке. В конце концов, я тоже перешла на язвительный, саркастичный тон и стала отвечать под стать своим оппонентам. Год спустя я поняла, что я не вправе агитировать, я не вправе переубеждать, и главное, я не вправе осуждать. Было сложно смириться с этой мыслью, но это так. Теперь я знаю, что главное, что я могу сделать, это дать людям информацию и отпустить их ее переваривать. То, как подать эту информацию, критически важно. И именно об этом я хочу рассказать сегодня. Стоит помнить, что, возможно, вы первый веган, с которым встречается ваш оппонент. Соответственно, то, как вы держитесь в разговоре, составит впечатление обо всем движении. Это осознание совсем не давит, да? Со времени того спора я вывела для себя 3 инструмента, которыми нужно овладеть для того, чтобы общаться с невеганами. Это эмпатия, эмоции и этика. Начнем с эмпатии. Это критически важный инструмент, потому что прежде чем заводить разговор с невеганами о веганстве, нужно дать им понять, что вы такой же человек, такой же здравомыслящий, адекватный, приятный в общении человек. Это может быть разговор о чем угодно. Если вы уже симпатичны собеседникам благодаря отвлеченному разговору на тему музыки, путешествий, кино, чего угодно, то они заведомо будут более восприимчивы к тому, что вы скажете, когда разговор зайдет о действительно важных вещах. При этом эмпатию к тем, с кем вы общаетесь, должны проявить и вы. Дайте им понять, что вам важно их мнение, даже если вы с ним не согласны. И я знаю, это иногда бывает очень сложно, но нужно постараться. Потому что, говоря свысока, вы рискуете оттолкнуть собеседников и сделать их невосприимчивыми. Не принимайте сказанное близко к сердцу и старайтесь относиться ко всему с юмором. Дайте им понять, что вы понимаете их и принимаете их позицию всерьез. Говорите: я тоже так когда-то считал. Теперь, когда вы завоевали доверие собеседника, самое время подключить эмоции. И в этом случае ваша личная история
самый беспроигрышный вариант. Никто не может отнять у вас право на свою правду. Никто не может поспорить с вашим личным опытом. Вспоминая причины, которые побудили вас перейти на веганство, вы наверняка загоритесь, расчувствуетесь или как-то еще заразите собеседника своей эмоцией, а также лишний раз напомните себе, зачем вы все это делаете. Мне кажется, что эмоции — это также ключ к тому, чтобы не потерять запал в разговорах о веганстве, потому что, возможно, вам уже набили оскомину перечисления источников белка, и поэтому ваша подача может казаться немного раздраженной или просто пресной. Но рассуждая об этом через призму своих личных домыслов и переживаний, вы открываетесь собеседнику. И, наконец, самое главное — этика. Каждый раз, когда у вас завязывается разговор с невеганами, ваши собеседники могут попробовать поспорить с вами, апеллируя к каким-то статьям в интернете, комментариям, исследованиям, слухам, или выступая в моем любимом жанре «Неудачный опыт сестры-подруги моего третьего зятя». Как понять, действительно ли собеседники заинтересованы в этой теме или просто хотят вас потроллить? Обратите внимание на то, как они задают вопросы. Если вы сразу слышите вопросы / отговорки в стиле А что, разве с медом что-то не так? А как насчет B12? Это что, значит, что растительная диета неполноценна? А как насчет того, что у растений есть чувства тоже? возможно, человек пока не готов воспринимать информацию, которой вы обладаете. И вы рискуете оказаться в споре, из которого будет неприятно выбираться. Если же человек расспрашивает вас как человека о вашем опыте и о вашем видении этих вещей, то это более благоприятные условия для разговора. Не исключаю, что вы можете оказаться в ситуации, когда вам будет сложно поспорить с чужими аргументами, потому что ваша база знаний пока недостаточно обширна, и вы не подкованы в том или ином вопросе. Например, человек начнет расспрашивать вас о чем-то связанном со здоровьем, а вы, сконцентрировавшись на этической стороне вопроса, пока еще не успели изучить связь растительного питания и здорового менструального цикла, или все растительные источники железа. Нет ничего страшного в том, чтобы признать свою слабость и направить собеседника к более сведущему источнику среди ваших друзей или в интернете. Не бойтесь быть уязвимыми, но никогда не переставайте образовывать себя. Берите такие пробелы в знаниях на заметку и проводите свой собственный ресерч. Потому что в итоге это положительно скажется как на вашем образе жизни, так и на вашем авторитете в глазах собеседников. Важно изучить все отговорки и научиться грамотно с ними спорить и разоблачать их. Чем больше мы знаем, тем лучшими адвокатами веганства мы можем быть. И главное, не забывайте направлять разговор обратно в русло этики, потому что с этикой не так-то просто поспорить. Пара приемов, которые я считаю эффективными и которые используют мои друзья-активисты. Первое. Если вы хотите заговорить о веганстве, постарайтесь не делать это напрямую. То есть, если человек не спрашивает вас о веганстве, возможно, не стоит об этом говорить. Но повсюду есть возможности грамотно привести к этому разговор. Простой пример. Все вы знаете, что последние пару лет набирает популярность эко-движение, все начинают сортировать мусор, отказываются от одноразовой посуды и прочее. Представьте, что вы с таким человеком, который уже как бы встал на путь осознанности, идете в кафе, берете напитки, и ему дают к напитку трубочку, и он почему-то расстроен из-за этого. Вы можете невинно спросить: почему? Что с этим не так? И вам, скорее всего, ответят, что Это плохо для океанов. тогда вы можете ответить: знаешь, что еще плохо для океанов? Промышленное рыболовство. Все это напоминает мне вот этот мем. Второе. Поддерживайте их интерес. Еще раз повторюсь, покажите, что вы открыты к беседе. Не дайте им почувствовать себя глупыми. Делать это можно, сказав: ничего страшного, я сама когда-то так думала. Или я сама не знала про это некоторое время назад. Не бойся задать мне любые вопросы, даже которые тебе кажутся глупыми. Третье. Немного лукавства никогда не бывает лишним. Чтобы снять стресс собеседников, попробуйте принять их грехи на себя. Например, если вам говорят: Если мы не будем есть животных, они начнут бесконтрольно размножаться. или Но ведь у бабушки в деревне-то у коровы все хорошо, она там гуляет, пасется, у нее все супер, она счастлива. отвечайте так: я тоже так думала. Но потом я посмотрела фильм, лекцию, прочитала книгу, статью и узнала, что... И дальше вы объясняете, что не так с тем, что вы только что услышали. И еще одна антистресс-методика для вашего собеседника — это переносить груз ответственности на некий медиум, на метафорическое третье лицо. То есть вместо того, чтобы напрямую спрашивать человека: что ты вообще знаешь о веганстве, а что ты думаешь об эксплуатации животных, а ты вот это, то, сё, пятое, десятое, вместо этого лучше спросить: что ты слышал или слышала о веганстве, какие доводы за или против ты слышал. То есть таким образом вы даете человеку возможность
как бы сослаться на некий третий источник, на третью сторону, которая высказала ту или иную позицию. Соответственно, когда вы будете ее оспаривать, вы как бы спорите не напрямую с человеком, а как бы с этой позицией, в отрыве от него. Таким образом, вы снимаете с оппонента груз ответственности, который смещается на третьих лиц, от которых он мог получить эту информацию, с которой мы можем поспорить. Многие активисты используют широко применяемый в психотерапии метод Сократа, когда вместо того, чтобы делать какие-то заявления, они спрашивают человека, задают ему наводящие вопросы, которые помогают ему нащупать свой когнитивный диссонанс. Например, вместо того, чтобы в лоб заявлять человеку жестокость по отношению к животным — это неправильно, возможно, стоит спросить его: как ты считаешь, жестокость по отношению к животным — это неправильно? В ответ вы получите искреннее мнение людей, и они будут чувствовать именно это, а не как будто им что-то навязали, или тем более агрессивно навязали. Вот хорошие вопросы, которые помогут вашим оппонентам приблизиться к своему когнитивному диссонансу и вступить с ним в некое взаимодействие. Какая разница между тем, кого съесть? Собаку или свинью? Есть ли гуманные способы убить животное? Ценишь ли ты свои вкусовые предпочтения выше чьей-то жизни? Ценишь ли ты свое удобство больше чьей-то жизни? И да, я сразу оговорюсь, конечно, эти вопросы могут быть адаптированы под контекст беседы, но вы более-менее понимаете, о чем я говорю. Получая ответы на эти вопросы, помогая и направляя собеседников, вы сможете наблюдать за тем, как они идут против собственной морали и осознают это. Это может быть достаточно неприятное ощущение для них. Поэтому не давите на них, даже если очень хочется. Даже если кажется, что вот еще чуть-чуть, и они сразу станут веганами. Скорее всего, не станут. Отпустите их с этими размышлениями. Еще один хороший способ — это подавать пример. Покажите им, как вы живете, как это нормально и необременительно для вас. Пригласите их на ужин, сходите с ними за покупками, отведите их в свое любимое место. Отношения, которые строятся на взаимном уважении, скорее всего, позволят вашим друзьям или другим близким людям, omnivorам, мясоедам, невеганам, как хотите их называйте, проделать все эти действия с вами и, возможно, вынести что-то полезное для себя. Также важно сказать о цифровом этикете, потому что мы в 2019-м. Пожалуйста, не посылайте в директ ничего, никаких видео, никаких сообщений людям, которых вы не знаете, людям, с которыми у вас еще не было на эту тему никакого вообще разговора личного. И даже если вам кажется, что они обязаны это увидеть, и их мир обязан перевернуться, и именно вы должны это сделать, это не сработает, скорее всего. Поэтому уважайте личные границы других людей в интернете. При этом вы можете и даже должны продолжать шерить видео и статьи в своих аккаунтах, потому что вы никогда не знаете, кто это увидит и кого это сможет зацепить. Мне много раз писали люди, на которых я не пыталась повлиять напрямую, и говорили, что видели какие-то мои репосты на Фейсбуке или в Инстаграме. Это их заставило задуматься на определенные темы и открыло им глаза на многие вещи, о которых они даже не задумывались. Также по лайкам и комментариям к этому провеганскому контенту вы сможете понять, с кем при случае можно завести об этом разговор. Так как люди уже взаимодействовали с этим контентом, у них, возможно, уже запустился процесс. И я просто никогда не устану это повторять. Ни в коем случае не осуждайте людей. Некоторые видят веганство как токсичное комьюнити, где шеймят всех, кто не придерживается какой-то радикальной позиции, недостаточно идеален, недостаточно хорош, недостаточно веган и так далее и тому подобное. Не будьте такими. Помните, что вы и сами не так давно, или даже если и давно, придерживались того же образа жизни, что они, имели те же самые взгляды и представления о мире, и жили свою жизнь совершенно иначе, и пользовались теми же отговорками. Поэтому имейте терпение. То, что вы встали на путь осознанности и сострадания, еще не делает вас лучше других. Дайте им почувствовать это. Если вас вдруг застали врасплох, или вы по какой-то другой причине не готовы начинать дискуссию, предложите поговорить об этом в другой раз. Или предложите прислать им материалы для размышлений. Если они согласятся, присылайте. Если вы чувствуете, что разговор становится слишком эмоциональным или наоборот заходит в тупик, лучше вежливо прекратите его. Потому что такие разговоры как раз не тот случай, когда нужно доводить начатое до конца за один раз. Очень важно оставить позитивное последнее впечатление и окончить разговор на хорошей ноте. Ну и главное, не отчаивайтесь, если поначалу говорить о веганстве не получается. Не переживайте, если вы не убедили кого-то с первого раза. Не опускайте руки только потому, что пережили неприятный разговор. Помните, что даже если кто-то не воспринял информацию, которую вы им дали, кто-то другой воспримет ее обязательно. Ваша страсть заразительна, ваш пример заразителен. Ваша история важна для тех, кто пока еще не решился. Ваш голос важен для тех,
у кого его нет. У вас у всех есть потенциал говорить о веганстве максимально убедительно и классно. Все, что требуется, это знание и немного практики. Друзья, спасибо большое, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что оно окажется полезным для вас и поможет вам существовать в невеганском обществе. Хотя бы чуть-чуть. Если у вас есть история о том, как вы удачно или неудачно говорили о веганстве, пожалуйста, расскажите мне об этом. Напишите в комментариях и поставьте лайк видео, если оно вам оказалось полезным. Опять неловкий конец. Каждый раз, когда у вас завязывается разговор с невеганами о веганстве... Нет. Каждый раз, когда у вас... Спасибо.